Друзья мои, всем большой привет! Сегодня у меня посылочка с двумя хоечками. Девочки, не знаю, только что забрала ее с новой почты. Посылочку прислал мне цветовод. Это посылочка хоечек из частной коллекции. Хоечка Обовата Варигата и хоечка Триколор Карноза. Ну, так мне захотелось. Вообще, я пошла в объявление за Обоватой, ну и паровозом прицепилась еще и Карноза. У меня есть обычная Карноза, я вам покажу ее в этом видео. Ну и захотелось Триколор. А вместе с нами распаковкой будет заниматься вот этот прекрасный усач Пуаро. А вообще это Рейнг Принц, если правильно. Так, ребят, увидела вот здесь вот такой вот кончик. Надо его, конечно же, обстричь. Вот так. Это моя драцена Триколор. В общем, сейчас начнем с вами распечатывать эту посылочку. Интересно, в каком состоянии хойки. Домашние растения, домашние череночки, укорененные. Давайте начнем. Растения приехали очень быстро, буквально через день после заказа. Посмотрим. Что-то, девчонки и мальчишки, мне понравились хойки. После того, как приехали предыдущие представители этого прекрасного... Так, девочки, что я не могу понять? Надо было нож взять. Прекрасного растения, прекрасного вида. Покажу, какие произошли за неделю изменения. Так что, если кто хочет увидеть, что с растениями с предыдущей посылочки, оставайтесь с нами, как говорится. Оставайтесь с нами. Покажу вам в конце видео большую свою хою. Две большие хои. Одна из которой... Слушайте, я уже прям так режу. Одна хоя имеет возраст 24 года. Это Карноза. Ой. А вторая немножко... Так, а вторая немножко помоложе, хотела сказать я. И видеосъемка прервалась. Так, девочки, вот такой сделала каркас продавец интересный. Из пенопласта. Как они хорошо закреплены. Ой, большое спасибо. Смотрите, посмотрите, какие интересные различные виды упаковки. Но это здорово. Все надежно закреплено. Ребята, смотрите, сейчас буду откреплять скотч от стеночек. И мы с вами посмотрим на эти хоечки. Давайте попробуем вместе эту конструкцию. Нет, так и не вытащишь. Смотрите, как интересно, да? Я вижу, что мне потребуются некоторые усилия для того, чтобы освободить красоток. Это Обовата. Я стараюсь аккуратно, насколько могу. Зато ничего не просыпалось. Вот, смотрите. Так. Вот так. Практически освобождена. Красивая варигатность на листиках. Вообще супер. Теперь освободим Карнозу. А вот и Карноза тоже теперь на воле. Только осталось убрать ее с этого каркасика. Такая симпатичная, девчонки. Вот такие вот две покупочки. Сейчас уберу и посмотрим по корешкам. Ну, немножко болтается. Но ничего, надо будет ждать появления лианы. Ребята, показала своим домашним, пошла упаковочку и вообще вот эту красоту на листиках. Всем очень понравилось.
Мне нравится и аббавата, и мне нравится и карноза триколор. Такие классные. Сейчас освобождаю их. Освободила карнозу. Насорила, конечно, здесь. Ну, вот такая вот, смотрите, интересная веточка. Ну, корешки, я надеюсь, там быстро нарастут. Пока их не видно. Ну, веточка вот такая свеженькая. Ну, держится, держится. Сейчас буду аббавату освобождать. Аккуратно освобождаю аббавату. Тут влажненько. Ой. Ой, ой. Дорогая моя. Чтоб не потянуть, чтоб не навредить. Вот такая вот красотка. Сплэшистая, варигатная. Красота. Нравится мне очень. Так, надо прибрать мусор. Вот такие вот девочки. Девочки, мальчики. Вот такие две красавицы. Красота. Ну, в общем-то, у меня восторг. Конечно, эта красотка, кто с ней знаком, знает, что она капризюля. Ой, вижу, там мох у нее даже добавлен. Знаю, что она бывает играется с формой листика, закручивает листики, сплэшек не хочет рисовать, варигатность, жадничает. Ну, вообще интересная, интересная. В общем, ребята, буду ждать ее адаптации. Пожелайте нам удачи. И буду ждать нового ростика. Такие девочки, которые могут сидеть подолгу и не радовать. Плотный листик такой. Красавица. Ну, а это попроще в плане поведения. Я надеюсь. Мне так кажется, что карнозы, они не с таким характером. Ну, вот зелененькие листики пока без колора. Ну, посмотрим. Скорее всего, возможно, варигатность проявится чуть позже. Так, ну а сейчас я приглашаю вас посмотреть на моих малявок из предыдущей посылки. И надеюсь, что мы увидим с вами кое-какие продвижения в их росте. Ну а эти сейчас отправятся на подоконник, на южную сторону с притенением и будут осваивать мой микроклимат. Все, друзья мои, продолжение следует. Так, друзья мои, мы с вами посмотрели на новиночки. А теперь давайте посмотрим на хуечки, которые приехали пару недель назад. Что с ними происходит? Ну, давайте начнем вот с самой-самой взрослой из всех, которая приехала. Это Матильда. Ну, Матильда, она такая Матильда. Мне показалось, что она засушила вот этот, ребята, усик. Может быть, мне кажется, но как бы вот... Наверное, это так. Посмотрите. Наверное, все-таки засушила. Видите? Ну, надеюсь, что рядышком вон там что-то уже намечается. И пойдет рост новых усиков. В общем, очень интересная. Поливаю ее. Стараюсь не переливать. Хвои не надо переливать. Ну, так по чуть-чуть водички даю. Вот такая красивая, интересная, сплэшистая Матильда. Так, отставим ее в сторону. Значит, порадовала меня вот эта хуечка. Посмотрите, новые листики. А называется она Куртиси. Было здесь два ростика. Два ростика в горшочке, две веточки. И вот сначала как бы вот эта веточка ожила и дала листики, видите? Но потом она чего-то их тормознула. Ребят, видите? Вот тормознула. Они так уже стоят, несколько дней не растит она ничего. Ну, не знаю. А вот эта веточка пошла в рост.
и очень быстрыми темпами. Так что Куртиси радует. Вот такая вот Куртиси. У нее в виде сердечек листочки. Мне кажется вообще, что эта веточка как бы как подсыхает или что. Я не могу понять. Не могу понять, не могу понять. Ну, в общем, время покажет. Еще рано судить. Так, сюда отставляем. Девочки, вот это Хоя Буртония DS70. Ну, тут вообще ничего не понятно. Вот лично для меня ничего не понятно. Мне кажется, она просто стоит на месте и все. Но главное, что не погибает. У нее очень красивый такой варигатный листочек. Но я не могу понять, вот я не вижу никакого там корневого роста, ни по листьям ничего. Такая себе девочка. DS70 Буртония. Наверное, девчонки, мальчишки, она какая-то характерная. Ну ладно, мы подождем. Так, вот кто еще меня порадовал и кого я очень хотела. Вот. Видите, это кто? Это эскимо. Мне кажется, даже листик подрастила. Вот видите, какой большой стал. И вот у нас новый листик появился. Это та, которая кувыркалась у нас с вами, и мы ее высаживали при распаковке. В общем, она корешками там, видимо, зацепилась. И вот такая вот у нее история имеет продолжение. Я переживала, что после моего вмешательства, как я ее туда-обратно в грунт пихала, что она вообще на меня обидится. Ну нет, видите, какой листик растет. И вот этот последний листик она вырастила тоже. Потому что цифра 3 аж расплылась. Ну вот такая она. Видите? Серебряная. Так, ну и вот эти госпожи. Это приехала черенком Крахиниана. Она с таким ободочком черненьким. И я ее уже в свой перлит воткнула. Ну вот сидит. Я даже не знаю, наращивает она там корни, не наращивает. Как это можно увидеть? Ну, в общем, сидит. Она была немножко такая подвяла. А когда я ее поместила в перлит и полила, у нее листики сразу вернули тургор. Она такая стала хорошенькая. Вот эти две красотки тоже в перлите на наращивании. Это Хешкелиана. Как правильно, я не знаю. Но она красивая. В общем, не знаю, пока я не знаю. Сказали, что можно месяц-два вот так в перлите их содержать, ничего страшного не случится. Это мне сказала женщина, женщина, которая мне продала. Я написала, спросила, что делать, когда вытаскивать. Она сказала, можете месяц еще держать, можете максимум 2 в перлите держать. Я думала, что я тут где-то увижу корешки. Не вижу, надо раскапывать. Боюсь, не хочу. Я вот эту, наверное, раскопаю, пересажу, девчонки. Это знаете, кто такой симпатичный? Это какой-то ETS-10. Как его звать, не знаю. Я так подозреваю, что это какие-то гибриды, у которых еще нет названия. Вот у него появились корни прямо на поверхности. Я так подозреваю, что у него там уже хорошие корни. Давайте высыпем и посмотрим. Аккуратненько это сделаем. Да, Аня одной рукой. Выдавим из стаканчика. Откопаем. И я, наверное, если там хорошая корневая. Ой-ой-ой. Не, ну корни есть, вот видите. Вот корешок растет. В общем, вот с этим перлитом можно садить в грунт. Вот, видите корни. В общем, вот так вот с перлитом, не отряхивая, можно садить в грунт. Так говорят люди знающие. Чем больше корневая, смотрите, сколько перлита.
Этот перлит, кстати, можно использовать много-много раз повторно для наращивания черенков. Так что я ничего не выбрасываю. В общем, слушайте, девочки, у меня есть земля, я ее посажу. Вот прям не буду отряхивать, только вот тут вот уберу сверху. Нету там никакого ростика. А ну посмотрите. Не вижу я. По-моему, там какой-то ростик. Ну, девочки, нет. Либо это корень пошел наверх, либо ростик. Непонятно. В общем, в перлите хорошо укореняется. Видите? Это я сильно увеличила прям. Телефон не понимает, что я хочу. В общем, я сейчас хочу посадить эту красоту в этот же стаканчик. Я перлит отсюда уберу. Возьму грунт, немножко добавлю в грунт перлита и сюда же высажу. В этот же стаканчик, только уже в землю. Потому что если корни будут огромные, и потом при пересадке в землю, они будут долго приспосабливаться. Лучше, когда они вот такого не сильно большого размера. Хотя можно было еще месяц его содержать. Но я посажу. Так что, ребят, вот такие вот дела. Сейчас я посажу. Ну, что тут, мастер-классы делать не буду, потому что я же начинающий. Хои-люб. Не, девочки, у меня уже одной хои, я вам рассказывала как-то на видео, что одной из хой моей уже 24 года. Так что с хоями я знакома давно. Так что вот так, не хухры-мухры. Все, сейчас я вам покажу. Ну, пересадку не буду показывать, просто с земли насыплю и воткну. Ребята, будете смеяться, у меня тут есть горшочек с землей. Тут у меня когда-то рос лимон. Не лимон, а апельсин. Апельсин, короче, того. Я не буду ложить дренаж. Сказала, что не буду показывать пересадку. Сейчас туда добавлю немножко перлита, перемешаю. Делов-то. Не знаю, может это какие-то особенные хои. Мои хои обычные а-ля карноза и вот эти вот, как, господи, Silver Pink, Publicatus. Да, девочки, я уже знаю, как они называются. Они у меня вообще сидят, даже не знаю в чем. В чем-то сидят. Боюсь много перлита добавлять. Ну, лишнее не будет. Тут главное хои, особенно в зимний период, не позаливать. А так все будет нормально. Вот такой вот грунт сделаем. Он будет за счет перлита рыхлый. И там попадаются еще кусочки осмокота. Недавно я их добавляла. Не кусочки, господи, шарики. Шарики осмокота. Сейчас я их повыбираю. Они еще работают. Я их недавно, вот совершенно, вот абсолютно недавно добавляла. Сейчас я их тут вот поналовлю и добавлю. В общем, хоя это тоже эпифит, конечно. Ей надо, чтобы был рыхлый субстрат. И она не должна заливаться. Не должна заливаться, должна иметь маленький объем горшка и опору. Вот это я для себя правило усвоила из всех видео, из всех рассказов, что так. Рыхлый субстрат, ну это не совсем рыхлый, но думаю за счет перлита будет рыхлый. Рыхлый субстрат, плодородный, не заливать, маленький объем и опора. Ну и иногда вносить подкормочки. Девочки, все так просто, но совсем не просто. В общем, все, высаживаю, покажу вам, что получилось. Вот так, ребят, я ее усадила, прям с тем перлитом, который был на корнях. И сейчас просто сверху землей притрушу и все. И будет ей счастье. И мне тоже. Все просто чудесно. Чудесно. Надеюсь, что она будет хорошо расти. Посмотрим. Так.
иди в компанию к уже пересаженным подружкам. Прям боюсь эту доставать. Давайте ту уже достанем. Вдруг там уже корни большие. Но мне кажется, что это такая дамочка. О! Блин, вечно я натворю. А, у нее тоже вот корешки есть такие вот. Небольшие, но есть. В принципе, ее тоже можно пересадить. Вот сейчас по такому же принципу посажу и эту красотку. Хватит уже в перлите загорать. Девочки, все, ребята, пересадила. Хоть листики увидела. Чумазые такие. Но она красивая. Ну, я надеюсь, что они у меня не того. Вот считай, вот эти две моя посадка. Эти все приехали уже высаженные. Такие вот красавицы. Ой, девочки, здесь пока не буду трогать. Пару недель еще поторчит в этом супер субстрате. Я смотрю, что мне пришла эллиптика. Вы видели видео предыдущее вот про хвои. И там посажена в кокосовый субстрат. И очень хорошо разрастается. Вот в кокосовый субстрат можно укоренять смело. Ну, я не знаю. Ну вот кто-то в перлите укореняет, кто-то в кокосовом субстрате, кто-то в мох садит. Все по-разному. Кто-то в воду. Я, конечно, вот эти самые простые хвои, публикалис и карнозу, укореняю в воде. Поставил через там, меньше, чем через неделю уже корешки. Все, друзья мои, вот такие вот мои хвоечки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И там еще 8, 9. В общем, у меня где-то 11 или 12 штучек. Такая вот я. Богатенькая буратино. Обнимаю вас, друзья мои. Спасибо, что сегодня были со мной на моем канале. Всем пока-пока. До новых встреч.